Россия и США – это две очень интересные страны с непростой судьбой. У них немало общего, но еще больше различий. Много воды утекло со времен Холодной войны, но в головах многих россиян Америка до сих пор остается ненавистным врагом. Но так было далеко не всегда. Удивительно, но за почти 250 лет существования североамериканского государства большую часть времени Россия и США сохраняли вполне себе дружеские отношения. В этом видео мы рассмотрим основные события, повлиявшие на отношения между двумя могучими державами. История их взаимоотношений берет начало 19 апреля 1775 года, когда самих Соединенных Штатов еще не было, а группа британских колоний в Северной Америке провозгласили свою независимость от Великобритании. Над Британской империей никогда не заходило солнце. Естественно, что такую огромную территорию оборонять лишь своими силами было сложновато, и британцы охотно пользовались военными услугами других государств. В конце 1775 года подобный запрос достиг двора Екатерины II. В письме король Георг III просил предоставить ему 20 тысяч российских солдат для подавления мятежа. Императрица ответила отказом. Спустя 2 года настойчивый король повторил попытку, снова запросив хотя бы 10 тысяч солдат, на что снова получил отказ. К несчастью для британцев, Россия этим не только не помогла им в войне, но и оказала значительную поддержку восставшим колониям. В 1780 году Екатерина объявила декларацию о вооруженном нейтралитете. Она провозгласила свободу всех нейтральных государств торговать с воюющими странами, исключая торговлю оружием и право вооруженным путем отстаивать эту свободу. К России тут же присоединились Дания и Швеция, затем Нидерланды и другие государства. Естественно, это нанесло серьезнейший удар по эффективности задуманной британцами торговой блокады. Официально дипломатические отношения между уже США и Российской империей были установлены в 1807 году. В 1861 в Америке вспыхнула гражданская война. Англия и Франция поддержали конфедерацию. Россия после Крымской войны не желала объединяться с недавними противниками и встала на сторону США. К тому же Александру II, отменившему крепостное право, были близки идеи Линкольна по отмене рабства в США. Штаты также не оставались в стороне, когда Россия оказывалась в сложной ситуации. В конце 19 и в 20-е годы 20 века обширные территории нашей страны подверглись страшному голоду. В обоих случаях США одними из первых приходили на помощь. Из Америки везли тонны продовольствия, а также предоставляли многочисленные спасительные займы. Во время гражданской войны в России США выступили против советской власти и участвовали в дальневосточной интервенции на стороне Белого движения. После победы красных Соединенные Штаты одними из последних признали новое советское государство и установили с новым правительством дипломатические отношения. Произошло это аж в конце 1933 года. В годы Второй мировой войны эти государства стали союзниками по антигитлеровской коалиции, а уже после победы над фашизмом началась Холодная война, ставшая худшим периодом в отношениях между странами за всю их историю. С приходом Горбачева и началом перестроечной политики отношения стали налаживаться. Этот курс продолжился и после распада СССР, когда новоиспеченное российское государство ставило российско-американские отношения как главный международный приоритет. Однако палки в колеса подобному потеплению вставляла политика НАТО по расширению на восток, который входил в сферу российских интересов. Тем не менее, все шло более-менее неплохо, но до поры до времени. В 2007 году Владимир Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь. Если коротко, то он назвал невозможным однополярный мир с полной гегемонией США, а также дипломатическим языком обвинил НАТО, что те слишком близко суются к российским границам. В Америке данное выступление расценили как дерзкий вызов, брошенный США. Звучали даже опасения о начале новой холодной войны. Но это все не возымело особого значения, так как самыми фатальными стали крымские события 2014 года. Со стороны США последовали массовые санкции. Россия приняла ответные меры. Отношения между странами достигли худшей отметки со дня образования Российской Федерации. Подобная конфронтация продолжается до сих пор, и каких-то явных предпосылок для улучшения ситуации пока не наблюдается. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!